Друзья, Лысая Ставка — канал с бесплатными прогнозами на спорт. Его ведет мой хороший знакомый, и у него действительно качественные прогнозы. Так что если хотите подзаработать на прогнозах, вам к нему. Ссылка будет в описании. Роман Абрамович может приобрести новый футбольный клуб. Невероятный перформанс Луки Модрича. Манчестер Юнайтед готов раскошелиться на Жуау Невиша. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы попросить вас подписаться на канал, поставить лайк и оставить комментарий. Это очень поможет в продвижении ролика. Также рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал, чтобы не пропускать наисвежайшие новости. Помимо этого, там тебя ждут футбольные приколы, трансляции топовых матчей и многое другое. Поэтому не стесняйся и переходи на канал по ссылке в описании. Полузащитник Бенфики Жуау Невиш может перейти в Манчестер Юнайтед в это летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sport. По их информации, новый совладелец МЮ сэр Джим Рэдклифф намерен выделить на трансфер сумму в размере чуть более 116 миллионов евро, чтобы выиграть конкуренцию за подписание молодого игрока. В нынешнем сезоне Невиш в 42 матчах забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с португальской командой рассчитан до лета 2028 года. Каталонская Барселона проявляет интерес к полузащитнику Шахтера Георгию Судакову, сообщает Мундо Депортиво со ссылкой на итальянские СМИ. Отмечается, что футболист в курсе этой информации и она ему понравилась. Судаков заинтересован в возможности сменить клуб после завершения сезона и поиграть в английской премьер-лиге или в испанской премьере. Также указано, что в борьбе за него лидирует Ливерпуль. Ранее сообщалось, что отступные в его контракте составляют 150 миллионов евро. Об этом писал Фабрицио Романо. При этом авторитетный украинский журналист Виктор Вацко отмечал, что в новом контракте Георгия с Шахтером пункт об отступных вообще не прописан. Игроком также интересуются Манчестер Сити и Бавария. Что касается Барсы, то она на данный момент не сможет заплатить за игрока даже 50 миллионов евро, которые, как утверждается, могли бы устроить донецкий клуб. Ливерпуль и Манчестер Сити интересуются нападающим Вулверхэмптона Педро Нето, сообщает The Telegraph. Оба клуба рассчитывают подписать португальца в летнее трансферное окно. Вулфс готовы отпустить футболиста в случае, если они получат предложение в размере не менее чем 60 миллионов фунтов. Нето выступает за команду с августа 2019 года. Бывший владелец Челси Роман Абрамович может приобрести новый футбольный клуб. Как сообщает АС, бизнесмен заинтересован в покупке Валенсии. Болельщики испанской команды надеются, что с возможной сменой владельца положение клуба серьезно улучшится. Полузащитник Ман-Сити Фил Фоден ведет переговоры по новому контракту с английским клубом. Как сообщает журналист Экрем Канур у себя в соцсетях, футболист готов подписать с горожанами новое соглашение. В настоящий момент стороны ведут переговоры. Ожидается, что новый контракт Фодена будет рассчитан до середины 2029 года. Ранее в СМИ была информация о переговорах между Фоденом и мадридским Реалом. Фил является воспитанником Манчестер Сити и выступает за основную команду с 2016 года. Бывший тренер Баварии и сборной Германии Ханс-Дитер Флик встретился с президентом Барселоны Жуаном Лапортой и провел первоначальные консультации на предмет его возможного назначения в клуб, сообщает Foot Mercato. Указано, что переговоры прошли плодотворно. Вместе с Фликом был его агент. Договоренности пока нет, так как в Барсе окончательно не определились по поводу фигуры будущего тренера. Также сообщается, что руководству Барселоны предложили кандидатуру Массимилиано Аллегри, который сейчас возглавляет Ювентус. При этом он не является приоритетным вариантом. В клубе есть сомнения по отношению к нему. Главный тренер Челси Маурисио Почеттино прокомментировал информацию о том, что наставник Ньюкасла Эдди Хау может стать его сменщиком в лондонском клубе. «Надеюсь, фанаты Челси однажды будут поддерживать меня так же, как болельщики Ньюкасла поддерживают Хау. Говорю это потому, что сейчас я здесь. Именно я являюсь тренером Челси и хочу побеждать не меньше, чем фанаты», приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо у себя в соцсетях. Напомню, что Маурисио занял пост главного тренера Челси минувшим летом.
Нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах ответил на вопрос о своем будущем в английском клубе после ухода Юргена Клоппа. Повлияет ли смена тренера на мою ситуацию в клубе? Нет. Это жизнь, все меняется. Из Ливерпуля уже уходили важные игроки и тренеры. Однажды и я уйду из Ливерпуля. Но нет, уход Клоппа не повлияет на мое будущее, приводит слова Салаха Sky Sports. Лука Модрич получил от SofaScore оценку 9,7 за матч Ла Лиги с Сельтой. Хавбек Реала стал первым полевым игроком, который получил от этого сайта оценку более 9,5 баллов без забитого мяча и голевой передачи на своем счету. SofaScore занимается сбором статистики с сезона 15-16. В игре с Сельтой 38-летний хорват сделал предголевой пас перед вторым забитым голом и был заменен на 83-й минуте при счете 2-0. Браим Диас предпочел выступать за сборную Марокко. Решение Хавбека Реала окончательное, сообщает Марка. По данным источника, Королевская федерация футбола Испании не проявила особой заинтересованности в Браиме. Таким образом, полузащитник может дебютировать за Марокко уже в этом месяце, если его вызовут на домашние товарищеские матчи против Анголы 22 марта и Мавритании 26-го. Браим родился в Малаге, но его родители марокканцы, хотя сами родились в Испании. Его бабушка по линии отца родом из Марокко. Ранее Браим выступал за юношеские и молодежную сборные Испании. Итальянские и испанские СМИ написали об интересе Брок Бойс к Полю Погба. Брокеры сказали, что пригласили Поля Погба в клуб, отправив ему письмо в Инстаграме. Чемпиону мира предложили $1500, проживание в Одинцово и современный медцентр. Позже представитель футболиста Рафаэла Пимента опровергла эту информацию. В конце февраля Погба дисквалифицировали на 4 года за допинг. 30-летний хавбек оспорил дисквалификацию в спортивном арбитражном суде. Лечи уволил главного тренера после его стычки с игроком Вероны. В матче 28-го тура серии А Лечи уступил Вероне со счетом 0-1. После финального свистка главный тренер хозяев Роберто де Аверса ударил головой форварда Вероны Тома Анри, который незадолго до этого повздорил с Марином Пангратичем. После удара француз упал на газон, после чего встал и попытался подойти к де Аверсе. Его пришлось удерживать нескольким игрокам и сотрудникам тренерского штаба Вероны. Судья Даниэле Кифы показал красные карточки обоим участникам стычки. Вскоре после матча Лечи выпустил официальное заявление, в котором осудил поведение главного тренера, назвав его противоречащим спортивным ценностям и принципам. А вчера клуб объявил об увольнении специалиста.